развеивать миф о вреде торф-стаканов для орхидей. На канале проводится эксперимент. 2 орхидеи были куплены летом в краснодарской группе. Ссылку на группу оставлю в описании под видео. Пришли в торф-стаканах. Одна орхидея Toleration, другая орхидея Леди Мармелад. И вот с этими 2 орхидеями мы проводим эксперимент. Во-первых, у них разные посадки. Одна в коре, другая в керамзите с циофлорой. Но обе эти орхидеи посажены вместе с теми торф-стаканами, с которыми я их получила. Вы думаете, нет? А сейчас я вам покажу, что торф-стаканы находятся в посадках. Если немного убрать керамзита у этой орхидеи, виден торф-стакан. А здесь чуть уберем кору, и вот он торф-стакан. Он тоже присутствует. Все видео об этих орхидеях собраны в плейлист. Причем после первой посадки вот эта орхидея Toleration, она зацвела, и вы можете посмотреть ее цветение. Как я провожу этот эксперимент? Сначала они месяц стояли в своих торф-стаканах и просто адаптировались. Потом я их посадила в маленькие горшки, но точно так же. Одну в кору, другую в керамзит. Для того, чтобы вам показать, по-разному растут орхидеи в коре и в керамзите, или же одинаково, похожи это друг на друга. Как они растят корни в том или ином грунте. И еще один миф мы можем в этом случае развеять, что орхидеи в коре растут лучше, чем орхидеи в керамзите. Давайте сначала посмотрим на корни орхидей. Первая орхидея – это посадка кора. Есть корни, проросли к стенкам горшка. Есть корни, которые растут вверху. Есть очень устойчивое мнение, что из керамзита корни все растут только наверх и никогда не растут в горшок. Почему-то многие в этом уверены. Вот вам пример. Из коры тоже корни любят убегать. Это воздушные корни. Они растут в природе без субстрата. Они прикрепляются к дереву, и все корни у орхидеи воздушные. Поэтому корням одинаково некомфортно и в коре, и в керамзите. Природой это не заложено. А теперь давайте посмотрим, какие корни растут в керамзите. Здесь я могу даже по кругу так повернуть горшок. И мы увидим значительно больше корней, доросших до стенок горшка. И даже один корень растет в самом низу горшка. А воздушные верхние корни не хотят расти внутрь горшка, точно так же, как и у предыдущей орхидеи, хотят расти вверх. Оставлю вам ссылку на видео, в котором я рассказываю о воздушных корнях орхидей. Чтобы не повторяться, можно перейти по ссылке, будет в правом верхнем углу экрана, и узнать все о воздушных корнях. Но вернемся к нашим торф-стаканам. такое же устойчивое мнение о том, что торф-стакан
Это самое большое зло для орхидеи. Нет, это не самое большое зло для орхидеи. Орхидея растет в торфстаканах и может очень долго расти с этими торфстаканами. Просто нужно соблюдать одно условие. Торфстакан, если вы даже его намочили, он тоже должен просохнуть, как и остальной грунт. И стараться, чтобы торфстакан в самой верхней своей части, из которой растет наша орхидея, вот здесь, был всегда сухим. Или чуть-чуть влажным. Конечно, если намочить торфстакан, что его можно будет выжимать как губку, это вредит орхидее. Но каждый день мокрый грунт или чрезмерно частые поливы орхидей, они же тоже ей вредят. Начинают пропадать корни, начинает загнивать шея, если все время влажный грунт, любой. Неважно, какой грунт. Пусть это будет кора, пусть это будет керамзит. Но все равно, если все время мокрый грунт, то корни погибают. Виламен и паренхима становятся желеобразными. То есть вот эта верхняя оплетка корня, вот как мы говорим, корни гниющие. Но это не корни гниющие, это именно вот эта верхняя часть корня, она погибает. А это неотъемлемая часть корня, которая питает, которая хранит в себе влагу и отдает по мере надобности эту влагу корню, а корень отдает цветку. Так что если любой грунт будет очень увлажнен, то гибель цветка неминуема. И говорить, что только торфстакан – это самое большое зло, это неправильно. Вот своим экспериментом я вам доказываю, что уже более полугода две орхидеи живут в посадке с торфяными стаканами, прекрасно себя чувствуют. Одна цвела, а у второй сейчас появился цветонос. При этом они активно развиваются и прекрасно выглядят. Будем наблюдать за ними дальше. Этой орхидее я дала возможность зацвести. Посмотрим, как будет цвести орхидея Леди Мармелад. И получится ли у нее, хватит ли ей своих ресурсов. Но на данный момент я эти обе орхидеи удобряю равноценным удобрением. Азот, фосфор, калий плюс микроэлементы. Интересно? Будем наблюдать дальше. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Все устали. Грызли и устали. Семочка, Сема, ты устал. Не мешайте. Ты устал, ты все проспал. Вот и хорошо.